Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня к вязанию вот таких мокасин, туфелек. Идеально подойдут они для лета, под какое-то голубое платье, возможно. Ну и вообще идея возникла по запросу под джинсовый сарафан, такой с вышивкой. Я думаю, что под любую джинсовую одежду эти туфельки тоже очень хорошо подойдут. Ну и хочется поэкспериментировать с цветом. Такое сочетание нити, это, можно сказать, мой эксперимент. Итак, что для вязания понадобилась подошва? Вот такая у меня подошва, я название ее не знаю. 35 размер. Ну, очень симпатичный бежевый цвет на каблучке, как раз вот под такие нежные туфельки подойдет. Пряжа у меня Мелисса вот голубого цвета, Перлес номер 5. Это испанская пряжа, и на ней вот здесь по-испански написано чистый катон, 100% чистый катон. Вот, и вторую еще пряжу я взяла бежевого цвета. Бежевый цвет это Мелисса Свит, она немножко тоньше, у меня не сохранилась от нее этикеточка, но как раз вот она будет для этих туфелек мне подойдет, потому что 2 синих будет толсто, а 2 вот таких разной плотности пряжи как раз будет хорошо, тоже 100% катон. Плюс я еще хочу, чтобы преобладал все-таки голубой цвет, поэтому если она будет чуть плотнее пряжа, то здорово будет. Еще понадобятся мне крючки, я сейчас буду пробовать, но скорее всего, что я буду вязать крючком 2,5 миллиметра. Я беру 2,5, 3, 3,5 и попробую, каким лучше. Ну и еще капроновая нить для обвязки подошвы, тоже в тон бежевого цвета. Вот как раз с обвязки подошвы и начинаем. Я разметила подошву, сделала отверстие на расстоянии полсантиметра друг от друга по всей окружности. И теперь просто обвяжу столбиками без накида подошву для того, чтобы уже привязываться к изделию. Начинаю с пятки, середина пятки, вот здесь отверстие, и в него провязываю первый столбик без накида, 1. В следующее отверстие провязываю 2 столбика без накида. Между ними, между отверстиями, никаких воздушных петель. И дальше вяжем во все отверстия по 2 столбика без накида. Вот только в первое отверстие у нас 1 столбик без накида. В конце ряда мы его закроем. Вот доходим до конца ряда. Провязываем здесь уже последнее отверстие 2 столбика без накида. И теперь вот сюда, в первое, которое мы начинали, довязываем второй столбик без накида. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую начальную петлю. Закрепляем эту нить и обрезаем ее. Все, вязка подошвы у нас закончена, и теперь мы уже начнем вязать изделие.
Пятку и низ буду вязать двумя нитями. Я уже их попробовала, очень хорошо смотрится, поэтому начинаем вот здесь вязать с этого места. От центра переда отсчитываем примерно 10 петель. Вот здесь уже не принципиально, можно 10 и 12 петель отсчитать. Вот здесь, ну, я отсчитала 10 петель, и вот с этой петли я начинаю вязать столбиками без накида по всей окружности, первый ряд. Будем вязать столбик без накида в каждую петлю. Мы обвязывали каждое отверстие двумя столбиками, и у нас получается, что вот эти каждый промежуток по 2 столбика, они ложились в петли, и вот теперь в каждую эту петлю мы провязываем столбик без накида от начала и до конца ряда. Я думаю, что с этим каждый справится самостоятельно, и встречаемся с вами в конце ряда. В конце ряда здесь провязываем последний столбик без накида, и дальше в первую петлю соединительный столбик, заканчиваем ряд. А теперь мы будем продолжать вязать опять же столбиками без накида следующий ряд, но вот сюда, вот в это место примерно до середины пятки, вот с этой стороны. Даже не до середины, а скорее всего третья часть пятки. Ну вот так примерно я отмечаю тут маркерами вот эти места, а вязать мы будем вот сюда, до вот этого маркера. Вот когда мы дошли до первого маркера, вот этот маркер нам нужно переставить сейчас, просто оставить его на месте, провязать эту петлю и в эту петлю снова поставить маркер, чтобы мы знали потом на обратном пути, где останавливаться. Дальше вяжем столбики без накида, продолжаем до следующего маркера. Доходим до маркера, теперь маркер убираем, провязываем эту петлю последнюю и снова ставим маркер. Дальше будем вязать по лицевой стороне, поэтому перекладываем нить к первому маркеру на другую сторону пятки. И от этой петли от маркера начинаем вязать столбиками без накида, но вяжем не из петель предыдущего ряда, а опускаемся на ряд ниже. Вяжем столбики без накида из петель на ряд ниже. То есть это будут длинные столбики. Вот сюда опускаемся и отсюда вяжем столбик без накида. Подряд в каждую петельку на ряд ниже вяжем столбики без накида. Это позволит нам укрепить максимально пятку. Она будет жесткая и будет очень хорошо носиться. Узор получается вот такой, гладкие такие петли. Получается, мы захватываем 2 ряда.
Вяжем до конца ряда. Здесь у нас вот петля на маркере. Мы ее снимаем на крючок. И теперь берем следующую петлю за маркером. И вместе с этой петлей, которую мы сняли с маркера на крючке, которая, провязываем столбик без накида. И еще дополнительно 2 столбика. Всего у нас будет дополнительных 3 столбика без накида. Теперь эту петлю переносим на маркер, а нить протягиваем на ту сторону пятки. Здесь с этой стороны от первой петли отступаем вперед 3 петли и в третью петлю начинаем вязать столбики без накида. И вяжем столбики без накида до самого маркера, до конца ряда. Этот ряд у нас будет просто столбики без накида из петель предыдущего ряда. А следующий мы снова будем вязать длинными столбиками из петель на ряд ниже, чтобы получился вот такой узор. Провязываем ряд до конца, до следующего маркера. В конце ряда последнюю петлю провязываем, затем с маркера снимаем петлю на крючок и вместе с этой петлей провязываем дополнительный столбик без накида. Провязываем еще 2 столбика без накида. И переносим эту петлю последнюю на маркер. Теперь возвращаем нить в начало ряда. Опять же от первой петли вперед отступаем 3 петли, 2 пропускаем, в третью начинаем вязать столбики без накида. 3 первых провязываем столбиками без накида, а остальные с длинными столбиками из петель на ряд ниже.
Здесь уже хорошо видно, где у нас появляется два ряда. И вот здесь опускаемся на ряд ниже и вяжем столбики без накида из петель на ряд ниже. То есть захватываем нитью два ряда. Получается длинные столбики. Вяжем до конца ряда, то есть до маркера. Дальше довязываем длинными столбиками до конца ряда, вот сюда до маркера. Здесь точно так же, как в предыдущем ряду. Последние столбики довязываем, затем на крючок снимаем петлю с маркера. И следующую петлю провязываем столбик без накида вместе с этими петлями. Еще два дополнительных столбика без накида. И последнюю петлю переносим на маркер. Дальше продолжаем также. Вот такой у нас получается рисунок на пяточке. Пяточка жесткая, устойчивая. И вот теперь мы отступаем по 3 петли с обоих сторон вперед и провязываем дальше. Один ряд будем вязать столбиками без накида из петель предыдущего ряда, и один ряд столбиками без накида из петель на ряд ниже. Вот таким образом нам необходимо провязать еще 5 таких парных рядов, то есть всего 10 рядов. И вот таких получается с длинными столбиками 5. Вот у нас 2 есть, еще таких 3, 6 рядов еще. Вот провязали мы 5 таких рядов с длинными столбиками, всего 10 рядов наверх по пятке. И дальше мы будем продолжать вязать, уже не будем обвязывать пятку, а начнем переходить уже на перед. Продолжаем вязать столбиками без накида. Вяжем по кругу и будем заканчивать ряд вот здесь. У нас ряд кончается. Здесь у нас было начало ряда, и теперь мы таких рядов провяжем еще 4. Обычными столбиками без накида вяжем 4 ряда по кругу, и вперед, и пятка все столбиками без накида.
Вот провязали 4 ряда. Теперь считаем всего вот с первым рядом у нас получилось 5 рядов. Находим, где петля первая, где нам закончить этот ряд. И вот здесь четко заканчиваем соединительным столбиком. Ряд закончили, теперь эту нить можно обрезать. Дальше будем вязать перед и берем вот эту голубую нить. В 2 нити я буду вязать. Один конец нити беру сверху и второй изнутри мотка. И начинаем вязать перед. От центральной петли отсчитываю 6 петель вправо и привязываюсь этой нитью. Дальше провязываю 10 петель столбиками без накида. Получилось у нас 11 петель, вторую и 10-ю отмечаю маркером. Это нужно для того, чтобы видеть, где у нас начинается носок. Надо провязать еще один столбик и потом предыдущий столбик отметить. Это 10-я петля. Отметили носок и теперь вяжем дальше по кругу весь ряд столбиками без накида вот этой голубой нитью. Доходим до конца ряда, убираем маркер и начинаем вязать уже носок по узору. Узор я взяла довольно простой, здесь не нужен сложный какой-то узор, потому что будет сверху украшение. Ряд заканчиваем соединительным столбиком. Теперь накид, пропускаем одну петлю, во вторую полустолбик. Накид и в эту же петлю еще один полустолбик. Снова пропускаем одну петлю, во вторую 2 полустолбика. Снова одну петлю пропускаем, во вторую 2 полустолбика. Петлю пропускаем, во вторую 2 полустолбика.
Теперь снимаем маркер, пропускаем петлю и вяжем столбик без накида во вторую петлю. После этого столбика соединительный столбик. Это первый ряд, разворачиваем вязание. Второй ряд вяжем столбиками без накида, но за полупетлю заднюю, за заднюю полупетлю. Вот петли хорошо видно. Берем за заднюю стеночку каждой петли и вяжем столбик без накида в каждую петельку за заднюю стенку. В конце ряда вяжем дополнительный столбик без накида и соединительный столбик, но крючок заводим с лицевой стороны, чтобы не было отверстия. Разворачиваем вязание и вяжем третий ряд аналогично с первым. Начинаем вязать, пропускаем одну петлю, во вторую вяжем 2 полустолбика. Снова пропускаем одну петлю, во вторую 2 полустолбика. И так вяжем до конца ряда. Одну петлю пропускаем, во вторую 2 полустолбика. Одну петлю пропускаем, во вторую 2 полустолбика. Вот таким образом будут вязаться все лицевые ряды. В конце каждого лицевого ряда пропускаем петлю, вяжем столбик без накида и соединительный столбик. Изнаночные ряды тоже будут вязаться одинаково. За заднюю полустеночку мы вяжем столбики без накида. Каждый изнаночный ряд начинаем со второй петли от крючка.
конце каждого изнаночного ряда вяжем столбик без накида и соединительный столбик. Не забываем на соединительный столбик заводить крючок с лицевой стороны. Дальше продолжаем точно так же. Один ряд лицевой вяжем по рисунку, второй ряд изнаночный. Вяжем за заднюю стеночку каждой петельки столбик без накида. Еще лицевой ряд пройдем вместе. Пропускаем одну петлю, во вторую вяжем 2 полустолбика. Снова пропускаем петлю, во вторую 2 полустолбика. Петлю пропускаем, в следующую 2 полустолбика. Снова пропускаем петлю и в следующую 2 полустолбика. До конца ряда вяжем таким образом. Пропустили петлю, во вторую 2 полустолбика. И последний раз пропустили петлю, во вторую 2 полустолбика. Теперь пропускаем петлю, столбик без накида и соединительный столбик. Дальше изнаночный ряд вяжем столбики без накида за заднюю стенку. В конце ряда вяжем столбик без накида дополнительный и соединительный столбик. И повторяем ряды. Всего провязываем 8 лицевых и 8 изнаночных рядов. Всего 16 рядов. Вот, для переда этого достаточно. Заканчиваем мы изнаночным рядом и дальше продолжаем вязать по изнаночной стороне боковую часть. Переходим в боковую часть, заднюю и вяжем до переда на следующей стороне. Все провязываем столбиками без накида по изнаночной стороне. Здесь доходим до передней части, угловую петлю пропускаем и соединительный столбик. Закрепляем нить и можно ее обрезать. Конец нити здесь вязания прятать не надо, мы его спрячем в обвязку верха.
А вверх буду обвязывать бежевой нитью в 2 слоя, вот так, чтобы было в тон подошвы, в тон подошвы, в тон вот этой нити. Привязываю соединительным столбиком вот здесь в углу. И дальше, чтобы обвязка получилась красивой, делаем так. Мы заводим крючок под нить сзади и провязываем столбик без накида. Снова крючок заводим под нить. Это как бы и не накид, ну вроде бы как и накид, да. Но вот под нить заводим крючок и затем провязываем столбик без накида, но с этой нитью. Снова под нить крючок и столбик без накида вместе с этой нитью. Таким образом мы получим очень красивую обвязку. Здесь очень важно, потому что если как обычный накид будем и провязывать полустолбик с накидом этим, то все равно такого никогда не добьемся. Вот именно такой красивый узор получится, если мы заводим крючок под нить и потом провязываем вместе с этой нитью столбик без накида. Вот такая красивая обвязка получается, если мы так будем вязать. Заводим крючок под нить и вместе с этой нитью провязываем столбик без накида. Получается изумительная обвязка. Вяжем до конца вот сюда боковой части, до переда. Здесь пропускаем угловую петлю и провязываем дальше столбик и переходим на переднюю часть. По передней части вяжем то же самое. Провязываем обвязку, заводим крючок под нить и затем провязываем вместе с этой нитью столбик без накида. Довязываем до конца ряда. Здесь пропускаем тоже угловую петлю и в первую петлю провязываем соединительный столбик. Все, обвязка у нас закончена. Теперь эту нить мы можем обрезать. И уже конец этой нити надо вывести на изнаночную сторону и спрятать ее в вязание.
Ну и последнее, уже займемся украшением этих туфелек. Вот такое я купила кружево, точно под цвет пряжи. Бежевый цвет с голубым, очень красивое. И теперь я ножничками просто вырежу вот этот узор, который идет посередине. Вырежу эти листочки, цветочки аккуратненько. Вот такой получился результат очаровательный. И теперь я его просто на силиконовый клей приклею к пряже. Можно приклеить, можно просто тоненькой нитью такого же цвета пришить. Ну, я просто приклею, он замечательно будет держаться. И точно такой фрагмент, ну, может быть, за исключением мелких вот этих из крупных рисунков, приклею на пяточку. Вот клей подсох, все замечательно держится. Силиконовым клеем можно стирать изделия. И вот эти теперь туфельки, они смотрятся так очаровательно. Вообще, вот эта идея пришла именно по запросу, какую обувь вязаную, вот мокасины к джинсовым одежде, к джинсовой, или это джинсы вот сейчас модные такие, знаете, с разной вышивкой, или это сарафан джинсовый, вот под него просто идеально подойдут эти туфельки. Друзья, если это видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. До новых встреч!